все эксперты или если кто-то чувствует, скажите, что вы чувствуете? Воду еще? Пластик еще? Не чувствую, скажите, не чувствую. Сладкое? Еще? Жесткое еще? Мокрое еще? Вкусное? Безвкусное еще? Горчит еще? Больше ничего, да? А теперь вам сейчас, пока я буду говорить, раздадут живую воду. Попробуйте, тоже протестируйте. И еще раз, еще раз. И через несколько минут я вас спрошу, а какая разница? Сегодняшняя лекция «Живая вода как лекарство». Мы все сейчас сконцентрированы на еде, а мы только 12% еда. И если вы пытаетесь поправить 12%, всю жизнь будет хаос, и сегодняшняя диета будет плохая, завтра будет новая, завтра будет еще лучше, это доказано, это еще пересказано, и человечество все время будет концентрироваться на чем? На еде. Еда – это частица Земли, точно так же, как и мы, по сути дела, та же Земля. Мы приходим на эту Землю не телом, тело вырастает через 9 месяцев. Тело вырастает через 9 месяцев. Жизнь приходит энергией. Тело вырастает через 9 месяцев. И когда энергия улетает, тело распадается. То есть если вы будете беспокоиться о своем теле, о своей еде, это всего 12%. Поэтому человечество жалуется сейчас на что? На что? На стресс, да? Еще? Нет энергии, доктор. Да? Нет энергии, да? Мы знаем, как заряжать телефон, мы знаем, как заряжать машину, мы знаем, как заряжать даже наши любые устройства, мы не знаем, как творить свою собственную энергию, да? И вот если вы опять-таки, если можете, начинаете пробовать, вам раздают. Если мы поймем, что, или осознаем, что мы живем, потому что есть жизнь, а жизнь есть в чем? В теле, то, по сути дела, и Вселенная, и мы образованы 5 элементами. Это пространство 6%, это Земля 12%, это огонь, это наш метаболизм, Солнце, наша активность, наша энергия, наш метаболизм. Это вода, которая 72%, и только 4% наш воздух. То есть мы можем говорить, что мы можем жить без еды сколько дней? 40-45 дней. Никто не умрет, только лучше станет сейчас. Мы можем жить без воды сколько дней? 10. Будет хуже, но все равно жизнь будет продолжаться. А без воздуха? 4 минуты максимум, и жизнь улетит. Да? Мы можем сказать, это моя вода, мы можем сказать, это моя еда, мы можем сказать, это мой воздух. Поэтому то, что вы вдохнули, я выдохнула, то, что я выдохнула, вы вдохнули. Таким образом, человечество объединено на этой планете. И мы все время обмениваемся чем? Не только энергией, а, по сути дела, кислородом. Поэтому, учитывая то, что мы 72% вода, вода распределяется в организме совершенно по-разному. Вы знаете, что мозг состоит вообще на 80-90% из воды. Мышцы на 75%, легкие 80-90%, печень 86%. Знаете, если человек умирает и тело кремирует, это только 2 килограмма пепла. Все остальное это вода. Мы пьем воду, если вода стоит больше, чем 2 дня в пластиковой, неважно, даже в стекле, вода становится мертвой. По сути дела, мы аквариум для наших клеток. А клетка что на сколько процентов состоит из воды? Точно на 90, да? А если мы еще представим, что внутри клетки внутриклеточная вода, то клетка не приклеена друг на друга, она плавает в межклеточном пространстве, да? Межклеточная жидкость называется. И вот то, что вы называете, изучаете мышцы, фасции, суставы, это тоже внутри что?
внутрисуставная – это жидкость, это коллаген, это та же вода. Поэтому, по сути дела, мы аквариум для наших клеток. Вода, простоявшая больше 2 дней, неважно в каком сосуде. В пластиковой бутылке это еще и мертвая вода. Значит, если воду пьем из пластика, в неделю человек, это научное доказательство, в неделю, не в месяц, не в год, человек выпивает 1 визу карт в виде пыли. 2,5 грамма пластика. Этот пластик оседает по всем тканям, по всем клеткам. Почему? Почему? Потому что и природа, и тело знает, как выбросить натуральные продукты распада, да? Ни Земля, ни природа, ни тело не знает, как выбросить пластик. Поэтому мы накапливаем этот пластик, и что потом? Альцгеймер, рак, называйте. Нарушение Паркинсон, сахарный диабет. Почему? Потому что организму надо справиться с этим пластиком, а он ничего не может сделать. Еще раз. Если вода не живая, а еще и с пластиком, что вы пьете? Еще? Мертвую воду. Вы хотите пить мертвую воду и быть живыми? Вы хотите пить мертвую воду и быть живыми? Еще раз. Где жизнь? Чуть не слышно никого. Не получится. Поэтому пробуйте теперь живую воду и скажите мне разницу, пожалуйста. Еще. Всасывается даже. Как вы почувствовали? Ну, чувствую и все, да? Еще. Мурашки пошли. Еще. Организм отреагировал, живой что-то пришло. Еще. Еще. Скажите, я ничего не чувствую. Тоже ответ. Ничего не чувствую. Еще? Еще хочется. Еще? А теперь скажите, кто пил воду в своей жизни из горного родника? Помните, чувствуете до сих пор? А сколько вы выпили воды в своей жизни? Запомнили разницу? Нет. А кто пил воду из колодца в своей жизни? Ну, вообще. А чувствуете разницу? А теперь вспоминайте чувство, да? Выпил воду из родника и что? Вау! А выпил воду из пластика? Так или не так? А бывает такое, что из пластика пьете, из пластиковой бутылки, и жажда есть, а выпил, а жажда не проходит, а сухость не проходит. Есть? Потому что как только вы пьете мертвую воду, что случается в организме? Организм употребляет свою же энергию для того, чтобы выбросить эту воду, да? И мы пьем воду и не живые. Давай теперь шоколадом, кофе закусывать, вином запивать. И что получается еще? Еще больше токсинов. Значит, активность воды зависит от массы факторов. Да? Это, по сути, гидроксил и водород, который дает воде или кислотное pH, или щелочное. Мы все знаем, что надо пить какую воду? Щелочную. Почему? Почему? Потому что кровь состоит на 7,4, кровь. 7,4 это практически нейтральная с легким щелочным фактором. Если кровь становится 7,0, человек теряет сознание. Можете себе представить? 7,4 человек теряет сознание. И что нужно организму? Для того, чтобы держать баланс и буфер, организм будет накапливать что? Воду. Для того, чтобы разбавить эту интоксикацию, еще что? И сахар откладывать в виде жирка. И вам будут говорить, теперь больше потренируйтесь в фитнесе. А в фитнесе чем вы будете дышать? Чем вы будете дышать? Углекислотой, которую выдохнул другой человек. И будете рассчитывать, что будет лучше. И тогда будет что болеть? Мышцы, скованность, еще что? Суставы не будут разгибаться. И вы придете к кому? Где кинезиолог самый лучший, да? Поправит, растянет, подвинет. Поэтому, по сути дела, мы аквариум, еще раз, мы аквариум для своих собственных клеток. В аквариум с чистой водой. Какие рыбки, какие клеточки? Живые, счастливые, да?
И что они делают? Производят новые клеточки. А если вода затхлая, вода застойная, что получается? А? Клеточки гибнут, и что еще? Интоксикация, и что? И приходит инерция. Я не могу, давайте завтра, лучше потихоньку, постепенно. Ну, лучше, вот завтра точно пойду и тренироваться, и воду пить, и так далее, менять свою собственную жизнь. Но это завтра. Почему? Потому что нет у организма энергии делать это что? Сейчас и сегодня. А жизнь когда течет? Сейчас и сегодня, да? А завтра может будет, а может и нет. Поэтому еще раз, или вода живая, и жизнь какая? Живая, да? Или вода мертвая, и жизнь какая? Инерционная. А сколько вы видели людей, которые ходят, а по сути дела мертвые, да? И не расколыхать, и не раздавить, и не растащить их. И какие ответы? Окей, не завтра. Так или нет? Поэтому если живая вода, это богатая кислородом, это микрокластерная, это шелковистая, это полная наполненная кислородом и так далее. А если это застойная болотная вода, какая? Какая? Чувствуете, они пили воду? Ну давайте пейте живую воду и отвечайте мне. Поехали. И какая вода? Мертвая. Какая? Еще какая? Затхлая. Еще какая? Тяжелая. А теперь скажите, на какую воду полетят пчелки, бабочки, и человек придет пить? На чистую. А на застойную кто полетит? Еще комары. Еще? Еще? Бактерии еще? Паразиты еще? Вирусы прилетят, точно. А теперь вам руки надо мыть. Это почему? Почему? И маску на рот одеть. Почему? Потому что не заразить другого человека. Потому что у него тоже болото на самом деле, да? И тоже туда прилетят бактерии и вирусы. Поэтому бактерии виноваты или среда, на которую тянут? Среда, понятно, да? Поэтому вам принесут вирусы, бактерии, антибиотики, пробиотики. А что такое пробиотики? Это что? Хорошие бактерии, но другого человека. Ну же хорошие же, да? А они могут вырасти в застойной воде? А что с ними будет? А зачем человек моет руки? Чтобы сократить нагрузку бактериальную, вирусную на организм, да? Чтобы иммунитету было меньше сражаться, да? А кто воду вот так пьет? Во рту же есть бактерии, да? Туда впустил 10, а выпустил на солнышко 1000, да? Опять выпил 1000, а впустил 1 000 000, да? И почему у меня иммунитет слабый, да? Доктор, дай хорошую бактерию другого человека. Доктор с удовольствием выпишет, отдаст вам. Но что вырастет внутри? Все понятно, да? Поэтому еще раз, мы 72% вода, и все стадии заболевания проходят сначала. Взял воду живую или... Это какое направление? Это ваше направление. Что вы определяете себя, запустить внутрь себя? Это неосознанное взаимодействие с миром. Это уровень, по сути дела, информации. Я же только намерение выставил, да? Но пошел вправо или пошел влево, это кто выбирает? Кто выбирает? Просыпайтесь, пейте живую воду. Девочки, разнесите живую воду. Мне живая аудитория нужна. Пожалуйста. Кто еще хочет воды живой? Вот, еще разнесите, пожалуйста, не стесняйтесь. Дайте людям воды. У нас в клинике живая вода сопровождает холистическое лечение как лекарство. И мы просим, отдаем воду бесплатно. Почему? Потому что вода – это не товар. Природа дает нам воду. И человечество, по сути дела, болело всю жизнь. Почему? Потому что не было чистой воды. Сейчас вода взята под контроль государства. И что делает? Очищает воду. Правильно? И мы пьем чистую воду. Но вода хранит память того, откуда она пришла, какими источниками она прошла и так далее. Кто знает, что вода имеет память? А кто видел снежинки в своей жизни? Почему снежинки разные? Почему кристаллы разные?
Память, составляющая того пространства, где она формировалась. И она падает, и вы никогда не найдете одинаковой снежинки. И вот вода – это единственная субстанция, которая меняет свою кристаллическую форму, объединяясь в одну или в другую кластеры. И поэтому вода микрокластерная, она шелковистая, она мягкая, она живая, она легко впитывающаяся, она легко всасывающаяся. Вода мертвая какая? Макрокластерная. И знаете, если вы оживлять хотите воду, неважно, в каких условиях мы находимся, дай Бог, чтобы она была чистая. Но что еще нужно беспокоиться о том, что она была живая. Как оживлять воду? Еще? Браво. Еще? 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 Еще, браво. Вот так. Поэтому смотрите, нашу энергию в нашем теле, она движется по меридианам. Еще раз, энергия в теле, не кровь. Кровь движется по кровеносным сосудам. Да? Электрический импульс движется по нервной. Да? А энергия по меридианам. И вот энергия меридианов имеет выход и на поверхность тела организма, и на внутренние органы. И поэтому меридианы это русло, по сути, реки. И если энергию можно мерить, а энергию можно мерить электрофотонной визуализацией, можете мерить кончиками чего? Пальцев, потому что энергия все равно выходит из организма человека. Да? Единственное, чем на пальцах лучше мерить. И все, по сути, меридианы заканчиваются на наших пальчиках. И есть электрофотонная визуализация, которая работает в нашей клинике. Если кто не был, вы будете у нас в клинике, посмотрите. Это тот прибор, который позволяет не только вам понять, где идет блокировка энергии, потому что любая боль – это что? Блок энергии. Это застой энергии. А застаивается что? Болото. В болоте все застаивается. Да, и вы хотите, чтобы было здоровье или была красивая жизнь или полная жизнь, не получится. Поэтому единственное то, что человек может мерить, китайская народная медицина построена на определении движения энергии по меридианам. И доктор, который может проучиться 7, 10, 20 лет, может легко ее определить по пульсу. Кто может определять энергию по пульсу? Ну, шикарно. Сколько лет училась? Сколько? Именно по пульсу. Сколько? Сколько? Что значит практика? Что значит практика? Мне надо учиться еще раз, и каждый раз меня кто-то учит. Не учит никто? А пациенты вас не учат? Ну, я о них и говорю. Поэтому каждый раз идет загадка. А почему? А так далее. Потому что это не только определение пульса, не только пульсовой, какая частота или какое напряжение, а это ощущение жизни. И это, по сути дела, очень глубокая философия, которую одолеть нам, европейцам, очень-очень сложно. Вот этот аппарат может определять, как поток энергии на кончиках пальца. И в соответствии с этим отдавать вам соответствующее определение, на каком уровне идет блокировка энергии и по каким каналам. Это очень визуально, это очень интересно. И человек, который к вам приходит, он понимает, что вы не только пульс меряете, как все остальные доктора, а вы можете определять энергию на самом глубоком уровне, на самом глубоком блокировке. И если вы видите, что у человека болит эта или эта мышца, этот или этот канал заблокирован, вы можете ему что мгновенно сказать? Давайте померяем, и когда вы меряете, вы видите, вы можете ему еще подтвердить. Мы в каком веке живем? В 21-м. И человеку что нужно? Научное доказательство. Ладно, там медицина работала 5000 лет, а ты мне теперь покажи, как она работала. То есть нам нужны не только доказательства, не только референсы от других докторов, не только Инстаграм, а еще что? А как это ты знаешь? У меня самый сложный вопрос, который мне все пациенты говорят: а откуда вы знаете? И этот вопрос, на который я никак не могу найти на решение. Как же мне ответить за 2 минуты, откуда я это все знаю? Сказать, что я долго училась? Нет. Сказать, что у меня практика сумасшедшая? Тоже не хватит, да? У всех же докторов. Почему мне все профессора не сказали об этом? И вы знаете, если бы все профессора вам сказали, вы бы точно ко мне не пришли.
Мне бы нечего делать было. Поэтому вода идет по меридианам. Вода, по сути дела, течет по руслам. И вода или живая, или мертвая. Вот точно так, как в природе, по земле, вода течет как? Руслами, да? И какое русло, такой и поток. И если русло, по сути дела, русло в организме человека, это движение по фасциям. По фасциям. А фасция – это ткань, которая окружает и клеточки, и нервы, и суставы, и ткани, и связки. Так или не так? А фасция из чего состоит? Из коллагена. А это какая жидкость? Живая. И в нашей фасции какие? Суставы флексибильные или какие? Или тугие, такие не растянешь, не раздвинешь. Да, и тогда кинезиолог должен прийти и что? Нажать на эту точечку или на ту точечку. Почему на точечку? Потому что там идет соприкосновение меридианов, и меридиан выходит на зону, на которую вы можете надавить. Когда река течет и ставится преграда, что получается с рекой? А? Встает или ищет другой поток? Вот, ищет другой поток. Точно так энергия в человеке, если она блокируется с этой стороны, она выстраивает поток совершенно с другой стороны. Поэтому гиалуроновая кислота – это составляющая всех межсуставных пространств, и она что делает? Она, по сути дела, на 90% состоит из воды. И она на самом деле определяет вязкость, смазку суставов. Поэтому масса суставов, масса мышц болит не потому, что мышцы заблокированы, а потому что что? Мало смазки. Кто водит машину? А теперь скажите, если у вашей машины нет лубриканта или смазки, как машина едет? А? Как она едет, только она что-то тарахтит на всех, да? Даже подвода будет тарахтеть на самом деле. Может и не ехать уже, конечно, если вообще уже ничего нет, да? Поэтому самое первое, что нужно обеспечить человеку, это живую воду и однозначно обеспечить что? Смазку внутри суставов, да? Если вы скажете, пейте побольше воды, обеспечится смазка в суставах, если это вода из пластика? Желайте лучшего, конечно. И вы всю жизнь будете ждать, и человек будет ожидать. А если живая? А если живая? Конечно, вы не поменяете мгновенно. Но через 3-4 месяца человек приходит к вам каким? Ожившим. Он говорит, доктор, энергия поперла. И у меня уже намного легче вам, кинезиологам, работать, потому что что? Восстановление происходит легче и нет никаких блоков. Самый важный орган для водного обмена – это, конечно, что? Почки. С соответствующими меридианами, соответствующими точками, соответствующей зоной энергии на наших пальчиках. Извиняюсь. И водный обмен веществ напрямую зависит от каких, конечно, каналов? Конечно, от желудка, да? Конечно, от толстого кишечника, конечно, от почек, мочевого пузыря, но что образует смазку в суставах? Селезенка. Вместе с печенью образует смазочный состав. И вот баланс между селезенкой и печенью образует эта волшебная жидкость, которая, если ее много, какая? Жизнь полная, флексибильная, развита. А если нет? Вы давите, нажимаете, управляете, растягиваете, и все равно будет одно и то же. Да? Поэтому самое первое – это вода. Самое второе для кинезиологов важно – это растянуть фасции, добавить туда воду и дать организму производить свою собственную гиалуроновую кислоту. Так или не так? Толстый кишечник со всеми каналами, желудок и так далее. А теперь скажите, пожалуйста, есть вопросы у вас ко мне? По живой воде есть? Нет. А кто знает, что все доктора советуют пить щелочную воду? Ну, слышали уже, интернет и так далее, и так далее. А кто слышал такой вопрос? Ну, желудок-то кислотный, а
А что ты советуешь пить щелочную воду, да? И как это получается? Пейте больше щелочной воды для того, чтобы снизить кислотность желудка. Так или не так? А рот какая составляющая? Какой pH во рту? А в желудке? Кислотная. А в двенадцатиперстной? Щелочная. А в тонком кишечнике? А в толстом? Ближе к кислотности. А теперь скажите, как организм творит здесь кислоту, там щелочность, там опять кислоту, там щелочность. И даже если нам надо пить только щелочную воду, все равно вылезет что? Кислотное. Это как происходит? Задавайте вопросы мне, если не... Еще? Все знают, что кислотность – это ферментация, правильно или нет? Так или не так? Что значит ферментация? Это процесс брожения. Что такое брожение? Это образование газов и токсинов. Что еще? Вы пьете мертвую воду, всасываете токсины, хотите быть живыми. Вы пьете, едите, неважно что. Если вы правильно любите себя и свою жизнь, не себя, себя это такое дело, жизнь, то вы что? Во время еды и во время питья вы чувствуете, что вы пьете. Так или нет? А если не чувствуете? Ну, не чувствует доктор. Все, потерял уже всю чувствительность, потому что... KFC. А вы помните, что вы вчера ели? А позавчера? А сегодня на завтрак? Масса людей забывает даже. Да ела, а что? Да не помню, доктор. Поэтому смотрите, дело в том, что как только вы выбираете... Знаете, если я сейчас буду рассказывать, лимон, если разрезать, он начинает пахнуть, а потом чувствуете, слюна пошла? Да? То есть даже от одного намерения наш организм начинает вырабатывать что? Те или определенные вещества для чего? Для пищеварения. А вы можете играть в теннис и кушать? Можете? А почему нет? Жевать жвачку можно, а я советую вам попробовать еще раз. Еще раз, вы можете играть в теннис, футбол и кушать в это время? А почему нет? Почему нет? Почему? Почему нет? Что случится? А? Поперхнетесь, попробуйте один раз. И организм вам скажет, не делай этого. Это делать нельзя, потому что едой вы обеспечиваете что? Жизнь. А игрой вы обеспечиваете что? Удовольствие. И в этой ситуации человек, когда садится смотреть телевизор, неважно, футбол или фильмы об убийстве, и в это время ест. Что организм говорит? Он будет проваливать, потому что вы же не бегаете физически, да, то есть он не даст вам поперхнуться. Но что он скажет? Слышь, ну там важнее, тебе бежать надо, и будет вырабатывать какие гормоны? Страха, адреналин и так далее, для того, чтобы бежать, а не для того, чтобы жевать. И в этой ситуации вы складываете туда, как коробочку, мусорное ведро, и что получается? Болото. А если язык попробовать, если вы почувствуете еду, что получится? Язык вам скажет, это сладкое, это горькое, это соленое, не только вам, а еще и мозгу. А мозг скажет печени, желудку, кишечнику, вырабатывает это количество кислоты или это количество желчи, или это количество, потому что как только желудок обеспечивает процесс пищеварения, что случается? Что случается? Вы насыщаетесь или вы не насыщаетесь даже после вот этого количества еды, да? И что тогда доктор придет, скажет, давайте отрежем часть желудка, да? А чем мы выбираем еду? Чем выбираем еду? Чем? Чем выбираем? Смотрим глазами. Я выбираем чем? Чем выбираем? Мозгами. Окей, мыслим, мы определяем, вот эту еду есть или эту, да? А берем еду чем? Руками. А кладем куда? В рот. А при чем тут желудок? Желудок должен только переварить то, что вы положили в него, да? Поэтому, если вам сказать, отрежьте руку, кто-нибудь отрежет?
Ну что вы, доктор, ну как это так? Руку, причем тут рука? А кто берет? А кто выбирает? Причем тут желудок? Да? А поэтому, отрезав желудок, что случается? Варить-то уже не может. И что получается после этого? Другие процессы, ну это же другие доктора. Здесь этот доктор, который отрезал, не при чем. Поэтому смотрите, желудочно-кишечная система устроена таким образом, чтобы на каждом этапе варить или кислотой, или щелочью, или желчной кислотой. И как только вы тестируете еду на языке, на организм идет полностью вся информация. Отработает такое количество желчных кислот, потому что идет рыбка, птичка, курочка там и так далее. Почему? Потому что белок варится чем? Желчными кислотами. А если это приходит, вы пирожочек, булочку, конфетку съели, что, ну, какой сигнал идет? Кому? Поджелудочной железе. Пожалуйста, обеспечь выработку инсулина, энзимов для переваривания чего? Конфетки. А если вы положили в рот, а не дали никакой информации ни языку, ни мозгам, ни желчному пузырю, ни кишечнику, что будет? Браво, мусорное ведро будет. И в этой ситуации, ой, болело, а теперь тяжело. А что тяжело? Потому что ничего не варится, кислоты не хватает. Нет выброса желчных кислот, нет выброса. Ну же можно же есть и смотреть? Конечно, можно. Да? Не проблема. Только жизнь в этой ситуации начинает угасать, закисать и ферментироваться. И как только это начинает ферментироваться, как вы чувствуете себя? Уставшим, разбитым, подавленным и так далее. Поэтому, пожалуйста, знаете, по традициям, уважайте чего? Чего? Свою жизнь, первое. Уважайте свою собственную жизнь и поймите, что вы на этой земле чем? Жизнью. И вам так повезло, потому что масса людей просто не пришло, а намерены были. Масса людей, не дай бог, погибла, а вы живы. И жизнь течет в вас, и она знает, что делать с едой, с водой, с кислородом. И как из них построить клеточку своего собственной жизни, тела, да? Вы хоть положите с уважением и с намерением, и с чем? С любовью. Потому что по всем традициям, во всех странах, на всех континентах еду сначала что? Благодарили. Потом благословляли. Потом молились. Что значит молились? Вот вы посмотрите на этот лимон или на эту супчик или на эту кашку. И у вас что уйдет? Выработка. Даже без вашего намерения организм видит, смотрит, ощущает, чувствует. Доктор, а я ничего не чувствую. Но это уже серьезная стадия. Это стадия, которая уже перешла на уровень морфологии, и организм говорит, а я не понимаю вообще, что творится с этой жизнью. И поэтому каждый процесс, который обеспечивает жизнь, не здоровье, а жизнь, нуждается в чем? В ощущениях. И вот это ощущение, чем больше вы их развиваете, чем больше вы их расширяете, тем больше вы ощущаете, возвращаетесь к жизни. А единственное, что можно сейчас советовать, вот очень легко и быстро, как сделать воду живой, это что? Это вот этот аппарат. Есть масса аналогов, есть масса лучше, хуже, но это самый лучший. Почему? Потому что это технологии, которые отработаны уже десятилетиями. Это прибор, который утвержден с медицинским основанием. Это подтверждение того, что вода становится живой. И вода даже из водопроводной, имеющей плохую память, становится живой. Она заряжает, она освежает, она оживляет, она регенерирует, укрепляет иммунитет, возвращает счастье. Но скажите, чего не делает. И вода, по сути дела, после этого аппарата выходит 2,5. Это для дезинфекции. Вода не без никаких химических добавок. Вода, которая просто разделилась на составляющие, стала с pH 2,5, которая может прикладываться к любым процессам воспалительным, болезненным. Неважно, у нас феноменальные истории, если не пересказать. Когда только 2,5 наложил, и на глазах заживают раны, царапины, ожоги. Это вода, которая дезинфицирует, вода, которая оживляет, вода, которая очищает, потому что на поверхности мы имеем какую?
среду, кожа кислотная. Но в любом случае, как только вы прикладываете 2,5 в воду, это вода, которая даже грибковые заболевания, даже бактериальные, даже воспалительные снимает очень легко. Значит, вода 5, 6 – это вода, по сути дела, для красоты, которая обеспечивает коже такой же pH и которая возвращает любые воспалительные процессы на всех слизистых. Это не только кожа. После бритья, после косметических любых, после снятия даже, неважно какого макияжа, все равно раздражение, потому что была химия на коже, а теперь надо вернуть, это 2,5. Даже любые конъюнктивиты, даже легкие воспалительные заболевания, даже вы пересмотрели компьютер, у вас нет сухость, нанесли воду 5 или 2,5 на глаза, и мгновенно идет восстановление, очищение. Вода 7 нейтральная, помните кровь, 7,4, да? Вода с pH 7 это для детей или для питья, неважно, но она очень близка к крови. Но поймите, что вода не попадает сразу в кровоток, она проходит весь пищеварительный тракт. Поэтому, естественно, если вы пьете щелочную воду, желудок должен отработать немного кислоты для того, чтобы всю еду переварить легко. Потому что желудок работает химическим процессом окисления. Если вода 8,5, 9,5, это вода великолепная для питья, потому что, опять-таки, желудок варит легко. А вот вода 11,5, это очень кислотная. Она вода, которая смывает все токсины, убирает из еды, из продуктов рыбы, птицы, неважно, все токсичные вещества, запахи, даже пятна из одежды. То есть единственный аппарат, который надо сейчас советовать иметь в доме, это японский аппарат, который советуют японцы даже в медицинских учреждениях, даже в ресторанах, даже в магазинах, даже в клиниках и так далее. Пожалуйста, отдавайте людям живую воду. Сейчас человечество не имеет возможности доступа к живой воде. Она чистая, но она какая? Мертвая. Вы хотите пить мертвую воду и вы хотите быть живыми? Не получится. Оживляйте, восстанавливайте, любите воду, поймите, вода очень легко трансформируется. Это единственный элемент, который может быть в 3 составляющих одновременно. И жидкостью, и кристаллом, и эфиром. Вы 72% вода. Оживляйте свою жизнь, пейте живую воду. Спасибо вам за внимание. Какие вопросы, я с удовольствием отвечу. Надо менять, то есть нельзя пить только pH 7, в зависимости от, допустим, до еды. Скажите вопрос сначала. В каких случаях, допустим, до еды, после еды, какие будут? Окей. Сделайте 3 кулака. Вот просто сложите. Еще раз. У нас только 2 кулака, да? Так вот, желудок ваш – это 3 кулака. Первый кулак должен быть наполнен водой. Очищайте свой желудок, запускайте процесс пищеварения. Второй кулак – едой. А третий кулак – пустой. Потому что в желудке еда что? Варится. И в нее должно быть время и место для чего? Для кипения, химического кипения, бурления, кипения. Поэтому еще раз, сделайте 3 кулака. Вот столько должно быть воды, вот столько должно быть еды, а столько должно быть пустым. Не надо воздух в желудок наполнять, пожалуйста. Не наполняйте желудок воздухом. Желудок для чего работает? Варит химическую еду. И мы едим чем? Чем мы едим? Чем мы едим? Ртом. А дышим чем? Носом. Еще раз, чем мы едим? Ртом. Ну давайте оживайте. А дышим? А когда человек курит, куда он... Это акт дыхания или акт пищеварения? Еще раз. Это вы едите сигарету или вы дышите? А? Дышите. А куда вы кладете, в рот или в нос? Так а при чем тут рот? Рот-то для пищеварения. Поэтому как только человек кладет сигарету в рот, что получается? Желудок говорит, какая-то дрянь идет и вырабатывает что? Кислоты и варит сам себя.
Понятно? Поэтому это не только никотин, это не только, это вы кладете, совершенно используете свою часть тела не по назначению. Да? А скажите, какая вода дороже? Вода вот чистая или вода с газом? Неважно, Перье, Пепси, 7-Up и так далее. С газом, да? А что это за газ? Углекислота, да? А мы что вдыхаем? А выдыхаем что? Углекислоту. Так, еще раз, что мы вдыхаем? А выдыхаем что? Так вы пойдете попробуйте, еще поплатите чуть больше за что? За углекислоту, которую организм должен выбросить. Так поймите одну вещь. Легкие знают, что сделать с углекислотой, желудок не знает. И что он будет делать? Страдать. И он будет потихоньку растягиваться. Потому что эта углекислота, она не должна быть в желудке. Ни воздуха, ни углекислоты не должно быть в желудке. И если есть там пустое пространство, что получается? Отрыжка. Так или не так? А там же все равно кислота, да? И что у вас получается? Доктор, у меня кислотность. Да это не кислотность, это желудок у вас не справляется с пищеварением. У вас не хватает кислотности, потому что как только хватает кислотности, еда что? Пролетает в желудок. Понятно? Есть вопросы еще? Пожалуйста. Это, смотрите, это уже настолько, не могу сделать ссылки, но у нас даже Gulf News пишет об этом, понимаете? То есть это, я отправлю вам ссылку, как только это сообщу, отправлю. Но это уже не только обиходные данные, это уже научные. То есть не обиходные, это научные данные. Все, я посмотрю, я переправлю вам. Договорились, все, я отвечу вам. Давайте, коллеги, давайте пока еще раз по этой теме, потому что мы выбиваемся из регламента. У нас сегодня вечером будет возможность посетить клинику Людмилы Григорьевны, задать все вопросы, посмотреть, как работают все технологии, посмотреть все аппараты, протестировать энергию. Живую, мертвую воду и однозначно попить, не только протестировать. Все, кто хочет сегодня посетить клинику, мы организуем вам трансфер. Вы, пожалуйста, ко мне запишитесь, подойдите. И по окончанию семинара мы организуем вам трансфер в клинику Людмилы Григорьевны, где вы все увидите, как работает холистический принцип. Окей? Еще? Все? Спасибо. Нет вопросов. Спасибо большое. Давайте я буду рядышком, вы подойдете и спросите. Давайте. Окей, спасибо. Спасибо. Коллеги, буквально минуту мы переключаем микрофоны и продолжаем дальше с вашим. Приветики. Пару минут можно встать, хоть немножко подвигаться. Если мы с вами, то мы потеряем время.